Здравствуйте, мои дорогие девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей вашего знака на год, на 2026 год по месяцам. То есть на каждый месяц мы с вами достанем по одной карте и, соответственно, каждую карту разберем и попытаемся понять, на какие сферы, какое влияние она окажет. А именно это сфера здоровья, может быть, сфера работы, финансов, кому это интересно, а также сфера отношений. Думаю, многим это будет также интересно. Поэтому посмотрим, на какой месяц какая карта у вас, соответственно, выпадет. Итак, девы, я напоминаю, что вы можете подписаться также на мой YouTube канал. Если вы еще не подписаны, можете оставить сообщение, можете оставить лайк под этой записью. Я также буду очень-очень рада, буду знать, что я не зря это видео записала для вас. Итак, давайте посмотрим, девы, что же вас ожидает, какие карты вам выпадут. 2026 год. Начинаем, естественно, с января. И вот в январе у вас выпадает паж жезлов. Ну, давайте вот так вот по порядку и будем идти. То есть карта пажа жезлов. Что она может вам принести, кроме такого явно, ну, знаете, очень стремительного начала, потому что паж жезлов, жезлы — это огонь, это все, что касается энтузиазма, такой страсти, молодости, задора, пыла и увлечения, с которым вы выполняете здесь определенные задачи, которые для вас важны. Вы здесь питаете страсть к чему-то новому. Возможно, вы здесь какие-то свежие идеи начинаете реализовывать или какой-то старт проектов начинать. Поэтому если мы говорим, допустим, про деньги, про карьеру, про работу, то здесь может быть начало нового проекта. Здесь может быть какая-то смелая идея, инициатива в вашем бизнесе, в вашей работе. Также вы можете получить и предложение о работе. Может быть, вы начинаете здесь учиться чему-то или стажироваться. Может быть, у вас здесь какая-то такая вот занятость, которая вас вдохновляет, зажигает в вас искорку, и вы, собственно, здесь этим делом занимаетесь. Здесь могут быть какие-то новые источники дохода, могут быть какие-то финансовые новости, которые открывают для вас хорошие перспективы. То есть вы здесь в целом открыты новым возможностям, и вы не боитесь действовать. И да, действительно, удача вам здесь улыбается в этом отношении, потому что смелость города берет, да, смелость, готовность рисковать — это то, что вы здесь делаете. Вы здесь с любовью такой, с желанием исследовать что-то новое относитесь, вы здесь готовы открывать что-то новое, учиться чему-то новому. Да, это такая карта студента больше. Но на самом деле здесь все, что касается вот этого вот энтузиазма и задора, который молодым людям присущи. Очень большое творческое вдохновение. Также здесь вы можете в целом какие-то неиспользованные свои возможности использовать в этот период времени. А если мы говорим про отношения, то да, здесь может речь идти про то, что у вас что-то здесь важное происходит с человеком огненного знака, может быть, младше вас, это может быть львы, овны или стрельцы. А также здесь может быть и какой-то новый роман, флирт для кого-то из вас, или возобновление страсти в отношениях, которая у вас уже есть, да, возможно, и в существующих отношениях. Для пар действительно это как новый этап может быть в отношениях, открытие новых интересов, какая-то искорка, которая у вас снова зажигается, новая страсть. Если же мы говорим про одиноких, то да, это встреча с таким энтузиастом, может быть, молодым душой партнером, который полон жизненной энергии. И здесь действительно очень хорошая перспектива для знакомства, кто опять-таки одинокий. Для здоровья тоже хорошая карта, потому что это прилив энергии. О каком может быть здесь здоровье идти, собственно, да, о потрясающем здоровье. Здесь вы активные, вы бодрые, вы здесь, возможно, какой-то новый подход к здоровью проявляете и применяете. И, собственно, здесь вы очень оптимистичны, жизнерадостны, поэтому здесь хорошее здоровье, скорее всего. Давайте посмотрим дальше, что же здесь еще у вас может быть на месяц февраль. Следующая карта, соответственно, у вас месяц февраль, и у вас выпадает карта императора. Интересно, карта император. Карта император, карта такого, знаете, лидера по натуре, карта человека, с которым, возможно, вы здесь общаетесь, и который для вас таким лидером выступает, да, таким человеком, который, занимает какое-то важное значение в вашей жизни, который для вас авторитетен, который для вас значим. Возможно, вы здесь общаетесь с таким мужчиной, это очень властный, очень
такой дисциплинированный, любящий порядок человек, который любит организовывать все, любит какую-то систему, или вы здесь работаете в какой-то системе, где есть иерархия, возможно, вы здесь на работе, в каком-то работаете ведомстве, да, где есть как должность, да, кто-то по старшинству старше, кто-то младше. Вы здесь, если вы здесь выступаете в роли этого императора, то в плане карьеры, конечно, финансового успеха эта карта очень хорошая, потому что она может показывать и какую-то возможность повышения или получения руководящей должности. Может быть, вы собственный бизнес хотите запустить. То есть вы проявляете свои лидерские качества здесь и получаете хорошие плоды от того, что вы здесь организовываете свою работу. Успех через дисциплину – это то, что здесь вам помогает в вашей работе, в ваших финансах. И вы здесь стараетесь думать долгосрочно, вы здесь стараетесь создавать финансовую подушку безопасности, может быть, инвестировать в надежные активы и в целом вот какие-то очень хорошие, дальновидные вещи делать, да, касающиеся вашей работы. В отношениях здесь может быть, правда, во-первых, стабильные, надежные отношения, если вы в паре в отношениях, потому что у вас есть взаимное уважение, есть четкие обязательства, которые выполняете вы и ваш партнер. Вы здесь в отношениях с человеком, который готов на себя взять обязательства. И это может быть человек не самый романтичный, но его любовь, она проявляется через действие, через заботу, через умение взять на себя ответственность за свою пару, да, за свой дом, за свою семью. Поэтому для тех, кто в паре, это действительно очень такие серьезные взаимоотношения. Или отношения, когда есть какие-то важные у вас этапы, вроде приобретения недвижимости, помолвки, свадьбы. То есть опять-таки ситуация, когда кто-то берет на себя обязательство быть вот как лидером в семье, да, брать на себя какую-то ответственность. Для одиноких это встреча с таким человеком, то есть серьезным, зрелым, ответственным, готовым к созданию семьи. И в плане здоровья тоже это крепкая конституция, это крепкое здоровье физическое. Это может быть все, что, знаете, касается такой слаженности в организме, когда все четко, когда все по плану, когда все системы работают, функционируют стабильно. Это ситуация, когда у вас есть четкий режим. Может быть, есть какие-то регулярные тренировки, на которые вы ходите, и это тоже поддерживает ваше здоровье. В любом случае, очень хорошая, такая благоприятная карта, которая говорит о том, что вы здесь, такие очень физически активные и здоровые. Единственное, что вам не следует игнорировать отдых, потому что вы можете перегружать себя работой. Если вы здесь выполняете роль этого лидера, который много работает, то да, вам нужно все-таки и отдыхать, не забывать отдыхать, потому что, возможно, какие-то проблемы из-за чрезмерного стресса или нагрузки. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта у вас на месяц март. Это уже весна. Давайте посмотрим начало весны. Месяц март у Дев. Карта туза кубков. Прям потрясающая карта. Карта туза кубков. Она здесь сердце держит в этом кубке или в этой чаше. Здесь, вернее, будет сказать чаша, потому что все-таки она именно чашу держит. Туз кубков или туз чаш — это карта нового начинания, потому что туз — это единица, то есть это новое начало, которое для вас очень и очень жизнерадостное, которое очень творческое. Это может быть, знаете, в любви, в отношениях для одиноких это встреча с человеком, который затронет глубочайшие струны вашей души, это как любовь с первого взгляда, это новые отношения, которые очень насыщены эмоционально, и они обогащать могут вас духовно, а для пар это обновление чувств. Это обновление чувств, это может быть карта, опять-таки, помолвки, свадьбы, то есть каких-то важных таких начинаний или какое-то решение завести ребенка, да, то есть как новая, опять-таки, глава жизни в ваших отношениях. В целом она символизирует безусловную любовь. Она показывает, что это время для вас открыть сердце и позволить себе любить, и позволить любить себя, да, то есть быть любимыми и любить. То есть очень хорошая, соответственно, карта этого туза кубков. Она очень духовная, она показывает такое духовное пробуждение и благодать, которая на вас не сходит именно в марте. Да. Также вы здесь очень творческие можете быть. И творчество ваше, если мы говорим о том, что у вас творческая работа, допустим, то здесь
вы можете действительно очень хорошо проявить себя в каких-то новых начинаниях, новых идеях творческих в вашей работе. А здесь вы можете получить удовлетворение эмоциональное от того, что вы здесь получаете много денег, то есть от той финансовой ситуации, которая у вас имеется. Вы здесь можете работать, выполнять какие-то задачи на работе, которые вам вот нравятся. То есть это опять-таки или творческий проект, или вы получаете эмоциональное удовлетворение от того, что вы здесь делаете на своей работе. А про здоровье, ну тоже это очень хорошее состояние здоровья. Может быть, что-то, знаете, здесь опять-таки может говорить о беременности, о зачатии. То есть это хороший период для женщин, обратите внимание, потому что это карта, символизирующая плодородие и новую жизнь. И в целом она указывает на хорошее состояние репродуктивной системы, на хорошее состояние вашей гормональной системы. Поэтому да, можно говорить о том, что здесь очень хорошая для вас карта. Здесь для кого-то это эмоциональное исцеление, для кого-то это улучшение психического состояния, возможно, или обновление организма через положительные эмоции, которые вы здесь проживаете. Поэтому март месяц для вас тоже замечательный, девы. Давайте посмотрим дальше на месяц апрель. Давайте посмотрим. Апрель у дев. Карта двойка пентаклей. И вот двойка пентаклей. Да, больше суеты в апреле, больше каких-то действий, больше какой-то необходимости, вот, знаете, посуетиться, побегать, выполняя определенные задачи. Может быть, вам не удается посидеть спокойно и спокойно отдохнуть. То есть двойка пентаклей, она такая немножечко суетливая. Вы можете как белка в колесе или хомяк в колесе, кому как приятнее здесь осознавать, да, можете бегать. Но в целом вы здесь вот из-за вот этой многозадачности, да, много выполняете дел, управляете, может быть, несколькими проектами одновременно на работе, допустим. Но вы очень гибкие, вы меняете планы, если есть необходимость в этом, вы правильно приоритеты расставляете, что важно, что второстепенно. То есть вы как-то вот успеваете все как раз благодаря тому, что вы расставляете правильные приоритеты, и вы постоянно в движении, вы активные, вы динамичные, вы очень хорошо адаптируетесь здесь в апреле месяце. И если мы говорим про работу, то да, действительно здесь такой период интенсивной многозадачности, когда вы жонглируете несколькими проектами, может быть, или какими-то рабочими обязанностями, или вы на нескольких работах работаете, к примеру, или там у вас несколько источников дохода, и вам нужно успеть и тут, и там, но вы при этом правильно расставляете приоритеты. Также вам нужно обратить внимание на свой бюджет и на тщательное управление бюджетом, потому что вам здесь нужно взвешивать плюсы и минусы при каких-то расходах, то есть соизмерять свой доход и приход, соответственно, денег в финансах, чтобы удержать эту финансовую стабильность. Если про отношения говорить, то здесь необходимость для пар, допустим, найти баланс между вами в ваших отношениях. Возможно, вам здесь нужно быть более гибкими и адаптивными в вашей паре и больше обращать внимание на потребности друг друга. А одинокие здесь могут, да, находиться в ситуации, где вам необходимо выбирать между двумя фаворитами, между двумя поклонниками или поклонницами вашими. А может быть, у кого-то много дел, и вы просто даже не успеваете обратить внимание на какие-нибудь новые отношения, если вы одиноки, потому что вы заняты делами и работой. Вот. В плане здоровья здесь, возможно, есть необходимость опять-таки найти баланс между работой и между отдыхом, то есть и отдыхать, и работать, и не перегружать себя, потому что вы здесь очень много работы выполняете или много дел, и это может повлиять на ваше здоровье, может быть, как-то из-за этого больше стресса может быть. Но вам нужно больше медитировать, больше релаксации какой-то, больше успокоения, может быть, какие-нибудь успокоительные легкие, да, попринимать. Ну, то есть в целом, чтобы не было вот этих качелей в плане эмоций, которые могут как-то негативно на вас отразиться. Здесь также, если мы говорим про диету, то хороший период сесть на диету, кому это необходимо, потому что здесь важно сбалансированное все. То есть сбалансированный подход к питанию, не впадать в крайности, а находить здоровую середину. Хорошая карта на самом деле для здоровья в том числе. Итак, давайте посмотрим дальше, что же здесь у вас еще выпадет на май месяц. Девы, май месяц. Май месяц, шестерка жезлов, победа.
да, триумф, ваше ощущение, что вы как будто в центре внимания, на вас обращают внимание, восхищаются вашими какими-то достижениями, вашими заслугами. И в целом, если мы, допустим, говорим, ну не знаю, допустим, о работе, потому что жезл у меня в первую очередь ассоциируется с работой, с какими-то рабочими делами, то здесь можно говорить о лидерстве, о прогрессе, о том, что вы преодолели препятствия, победили какие-то трудности или какие-то заковыки на работе, и вот получили признание обществом каких-то ваших заслуг, есть ваша слава здесь, потому что вы в чем-то достигли свою цель, то есть победили. И есть определенный прогресс здесь, которым и вы гордитесь. Поэтому да, в работе это прям может быть получение желаемой должности, может быть успешное завершение какого-то важного дела или проекта, или там публичное какое-то признание ваших заслуг, когда вам на каком-нибудь там собрании, допустим, вас хвалят за ваши профессиональные достижения. В финансовом контексте здесь, скорее всего, опять-таки финансовый успех, прибыль какая-то, получение премии, возможно, или бонуса за вашу работу, укрепление ваших позиций на работе. Достаточно хорошая, успешная карта для победы, может быть, в конкурентной борьбе. Если у вас есть конкуренция за какую-то должность на работе, то вы здесь имеете все шансы победить, да, и занять это место рабочее, которое вам так хочется получить. В отношениях, в целом, если это отношения в паре, то скорее период гармонии здесь будет, а здесь будет период, когда вы гордитесь своим партнером, он гордится и восхищается вами. Возможно, вы публично как-то, вот как на публику она выходит, выступает, публично заявляете о своих отношениях, то есть там, не знаю, объявляете родственникам, знакомите с близкими, с друзьями, или там опять-таки объявляете о том, что вы хотите съехаться, или что у вас помолвка, или вы что-то такое. Также, если мы говорим о отношениях в паре, то здесь может быть ситуация, когда вы преодолели кризис, да, и чувствуете успех, что вы в отношениях находитесь, и тех, что вы их сохранили. Для одиноких может быть успех в романтических начинаниях, когда вы встречаетесь на свидания, ходите, да, встречаетесь с другими людьми, и можете встретить человека, который вами будет прям восхищаться, который будет вот вас как-то превозносить. Если вы в борьбе за чье-то сердце здесь сражаетесь, да, находитесь в такой борьбе конкурентной, то опять-таки вы, скорее всего, имеете большие шансы победить, большие шансы иметь, что вас выберут в этих отношениях, если это какой-то любовный треугольник, не приведи Господи. Да? Если мы говорим про здоровье, то здесь будет опять-таки какая-то хорошая ситуация, либо выздоровление, либо успешное лечение, да, может быть, или какие-то хорошие результаты анализов, может быть, эффективное лечение, которое вы сейчас получаете, и в целом хорошее здоровье, потому что вы позитивно настроены, у вас есть такая уверенность в себе, у вас есть хорошая самооценка здесь, вы, ну, то есть вы явно здесь не в депрессии, не в тревожности, вы здесь гордитесь собой, поэтому и это сказывается также очень позитивно и на вашем здоровье в частности. Давайте посмотрим следующую карту. А следующая карта у нас будет уже на начало лета Девы. Это месяц июнь. Давайте посмотрим месяц июнь. Что у Дев происходит в июне. В июне карта «Страшный суд». Страшный суд, она не так страшна, как звучит, да, на самом деле. Здесь, кстати, в других колодах ее так изображают, там восставшие из могил, там возносятся куда-то к небесам, не знаю, здесь все намного более, так скажем, красиво, да, потому что здесь вот девушка, она здесь поднимает руки вверх туда, к небесам, и тут ангел, ну не ангел, да, но как душа ее вздымается, то есть возможность возрождения, возможность какого-то переосмысления ситуации здесь по страшному суду. Вы можете по карте «Страшный суд», допустим, не знаю, как будто получить что-то по заслугам, то, что вы заслуживаете, исходя из того, что вы уже сделали, допустим, ранее. Вы можете здесь какое-то получить как будто как освобождение от чего-то прошлого, или даже, знаете, как ситуация чего-то из прошлого к вам является, или какие-то люди из прошлого, или какие-то вопросы, касающиеся прошлого, и вы здесь эти вопросы, соответственно, решаете, то есть должны их как будто бы поднять оттуда, вот ранее то, что было, и опять их разобраться в них, принять какие-то решения, скорее всего, они будут успешные. То есть у вас как будто есть второе дыхание для решения
решения этих вопросов. Ну и также вот вы как будто восстанавливаетесь, у вас новые силы появляются, вы здесь делаете определенные выводы о том, как вам дальше двигаться, что вам делать. То есть вы здесь можете в себе что-то менять, трансформироваться. Здесь такая карта, она больше духовная, она больше говорит о том, что но о том, что, вы знаете, как будто на духовном уровне здесь будет какой-то момент пробуждения. Здесь будет время, когда вы можете завершить какой-то кармический цикл, когда вы готовы будете к новому уровню именно духовной эволюции. И, возможно, вы здесь как-то, знаете, получаете доступ к каким-то знаниям выше. Может быть, вы здесь более интуитивны также. Вы здесь можете какую-то, ну, в плане здоровья, допустим, опять-таки проходить реабилитацию, восстановление, успешную реабилитацию. Да, это время, когда вы возрождаетесь. Также вам здесь нужно прислушиваться к сигналам своего тела. Может быть, если необходимо что-то поменять в своем режиме, у кого-то, да, необходимость там отказаться от плохих привычек, к примеру, хороший период для того, чтобы это сделать. В работе здесь может быть, ну, кардинальная смена чего-то, кардинальная смена, допустим, работы, или здесь также может быть признание ваших заслуг на работе, когда есть тоже или повышение, или успех какой-то на работе, потому что, ну, вы получаете по заслугам, как я уже говорила, то есть благодаря вашей работе вы получаете то, что вы заслужили, а именно там признание, допустим. Да, в финансовых вопросах здесь может быть и вознаграждение, какие-то бонусы, опять-таки, вы получаете по заслугам, либо возвращение долгов, к примеру, тоже для тех, кто правильные действия выполняет. Да, если нету, соответственно, опять-таки, то тогда нет, тогда получаете то, что вы заслужили. В отношениях, да, может быть либо новый какой-то период в паре, либо здесь какая-то встреча с кармическим партнером, если вы одиноки, или возвращение старой любви. Возможно, когда прошлые уроки вам помогли создать новые здоровые отношения, когда вы что-то переосмыслили, поменяли в себе и, возможно, решили вернуться к кому-то из бывших отношений ваших. Давайте посмотрим на следующую карту, Девы. Следующая карта у вас на месяц июль. Тоже лето, середина лета. И что же у вас здесь выпадает? Карта мага. Вообще просто великолепно. Карта мага, первая карта в старших арканах, карта волшебника. Карта чародея, карта человека, который, ну вот, настолько амбициозный, настолько уверенный в себе, настолько уверенный в своих возможностях, что вот ему фактически все по плечу, ему все удается, ему все легко удается, потому что он способен воплощать любые идеи в реальность, он готов творить желаемую действительность. Здесь очень много силы воли, которую вы проявляете, и решительности в том, что вы делаете. В целом вы очень целеустремленные будете. Вы здесь будете как-то умело использовать свои таланты, свои навыки. Вы будете готовы проявлять инициативу и в отношениях, и в работе. Вы будете верить в себя, вы верите в свою личную силу, и у вас уверенность, что вот все вам удастся. Поэтому в работе, ну прямо чуть ли не самый лучший вариант для карьерного роста, для финансового успеха, потому что, опять-таки, ваши знания, ваши ресурсы для ваших достижений профессиональных целей, вот они здесь как нельзя кстати. Для, допустим, собственного бизнеса очень хорошая тоже карта. Для продвижения по карьерной лестнице тоже очень хорошая карта. То есть это хорошая карта такого человека, который вот как волшебник творит свою реальность, творит свою действительность вот благодаря тому, что вот он делает, да, и как будто реализует свои мечты. Здесь в финансовом плане может быть и значительное улучшение материального положения, потому что вы умело используете свои ресурсы. В отношениях, может быть, если мы говорим о, допустим, одиноких девах, то вы здесь прям сильно привлекательны, вас притягивает к другим людям, их притягивает к вам, соответственно. То есть вы здесь можете найти такого человека, который прям будет тоже вами восхищаться, потому что вот увидит в вас этого волшебника инициативного, да, захочет с вами отношения строить. В парах это переход на новый уровень взаимопонимания, когда вы открыто коммуницируете, выражаете свои чувства честно, когда вы
планируете совместное будущее, обсуждаете его, у вас есть какие-то договоренности совместные. И опять-таки это как новый этап в отношениях, начало этих отношений, да, как новый переходный этап в отношениях. В любом случае карта неплохая, ну и опять-таки для здоровья очень хорошая, потому что это высокий жизненный потенциал, это способность чуть ли не самоисцеляться, это очень хорошая карта для проявления своей там умственной деятельности, может быть. То есть вы здесь очень-очень хорошо умеете работать и умеете при этом как будто себя не перегружать, умеете здесь при необходимости активировать в себе вот эти возможности, эти силы, и физические, эмоциональные, ментальные, духовные, чтобы они помогали вам в достижениях ваших целей. Давайте посмотрим дальше. Месяц август для дев. Давайте посмотрим месяц август, что же он вам готовит. В августе месяце у вас карта умеренности или баланса, карта равновесия, карта спокойствия и какого-то такого, знаете, душевного умиротворения, успокоения для кого-то. Может быть, у кого-то здесь отпуск, просто и вы совершенно спокойно проводите этот период, этот отрезок времени. Карта умеренность, она о том, что вы здесь вот как будто, знаете, в равновесии, находите золотую середину во всем. Вы здесь находитесь в ситуации гармонии, вот этого внутреннего спокойствия, когда вы гармонизировали свое внутреннее состояние, когда вы приспособились к чему-то, когда вы готовы, не знаю, находить компромиссы какие-то, допустим, в отношениях, если вы в паре, то здесь прям такое взаимопонимание. Вы идете на компромиссы со своим партнером, вы уважаете этого человека, вы здесь углубляете какую-то связь через взаимную поддержку, через терпение. Одинокие скорее не будут торопиться создавать отношения именно в августе месяце, а если отношения какие-то здесь намечаются, то они их не торопят. То есть как будто бы дают им возможность спокойно развиваться без спешки. Если мы про работу говорим, то здесь как-то очень много такого опять спокойствия, то есть неспешного карьерного развития, то есть нету каких-то рывков, нет каких-то значительных с вашей стороны инициатив или какого-то желания рисковать. Нет. То есть вы здесь очень спокойны, вы здесь размерены, сбалансированы. Если работа какая-то есть, то вы ее рутинно выполняете как бы в обычном режиме, соответственно, эту работу. И в здоровье тоже здесь баланс, здесь какое-то такое естественное равновесие у вас есть. Здесь баланс в питании, баланс в физических нагрузках, баланс между работой и отдыхом. То есть ваше здоровье, оно здесь достаточно хорошо, скорее всего, будет поддерживаться, потому что вы сохраняете умеренность во всем и эту внутреннюю гармонию, которая положительно влияет на физическое ваше состояние. Давайте посмотрим дальше, какая здесь дальше карта у вас выпадает. Это уже начало осени, девы. Давайте посмотрим месяц сентябрь. Что же он вам готовит? Месяц сентябрь. Четверка кубков, четверка чаш. И вот знаете, здесь такое, с одной стороны, первое, что бросается в глаза, вот как-то из них всех, первая такая, ну, вроде не самая позитивная карта. Но, знаете, вот в Таро Тота Алистера Кроули, допустим, эта карта, четверка кубков, она называется лакшери, да, пресыщение излишествами. То есть здесь может быть ситуация, где вы чего-то чересчур много себе позволяете. То есть, возможно, вы здесь позволяете себе чего-то лишнего, не знаю, там в еде, в питании, да, в питье чего-то. То есть, в принципе, это как пресыщение чем-то или пресыщение эмоциями какими-то. Вот. Вы здесь больше, может быть, как будто эмоционально устали. Возможно, вы здесь будете переосмыслять какие-то ценности или приоритеты. Возможно, у вас здесь будет ситуация, где вы погружаетесь в себя и в таком самопознании находитесь, самоанализе, когда вы сделаете эмоциональную паузу определенную. Возможно, вы здесь больше размышляете, созерцаете, что вокруг вас происходит, и может быть, думаете о каких-то возможностях, которые вам даются. Возможно, сожалеете о том, что вы что-то упустили, как какую-то возможность, которую вы упустили в сентябре, потому что были отвлечены на какие-то другие задачи. Поэтому, если мы говорим про одиноких, то вы здесь можете не заметить любовь, которая вам предлагается, потому что вы сосредоточены на каких-то других вещах. Да, одинокие, то есть как-то апатично относятся к романтическим отношениям. В паре здесь может быть ситуация, когда отношения немножечко рутинными стали. Здесь может быть такая эмоциональная усталость небольшая в отношениях.
какая-то такая ситуация скуки, да, или отстраненности. Если про работу, здесь как будто нет прогресса прям значительного и роста в карьере, больше тоже рутины, больше все как-то, знаете, обыденно, что ли, происходит. Вы можете быть чем-то даже недовольны или какими-то вложениями денег недовольны, или опять-таки сожалеете за какой-то упущенные возможности в плане работы или карьеры. Может быть, что-то вам предлагается, а вы упускаете эту возможность, даже не осознавая, насколько это для вас как бы критично. В плане здоровья здесь, может быть, эмоциональное истощение, я уже говорила, могут быть какие-то психосоматические заболевания, которые дают о себе знать. Вам больше нужно отдыхать, больше эмоционального отдыха вам нужно, и, может быть, какая-то пауза нужна, чтобы отдохнуть от насыщенного предыдущего, да, вот этого состояния в течение года. Кто-то может относиться безразлично к своему собственному здоровью, может быть, пренебрегать какими-то симптомами или откладывать визит к врачу на потом. В любом случае нужно постараться здесь так не делать. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта у Дев – это карта, которую мы берем, собственно, для октября месяца, да? Месяц октябрь, Девы. Давайте посмотрим. Месяц октябрь, карта десятка жезлов. Тоже, знаете, перегруженность. Вот десятка жезлов – это перегруженность, такая навьюченность. Да, у кого-то здесь, правда, чемоданы, и вы куда-то едете. Но основное значение у этой карты – это перегруженность работы, перегруженность делами. Это какая-то усталость от того, что вы очень много задач выполняете, от того, что вы, может быть, выполняете какую-то работу из-за себя, из-за того парня, да, то есть еще за кого-то из коллег. Вы здесь перегружены каким-то бременем, да. Возможно, вы здесь тяжело трудитесь или какие-то титанические условия прикладываете в работе, и вы можете чувствовать такую чрезмерную нагрузку, тяжесть от тех обязанностей, которые на вас накладываются. Возможно, вы чересчур много сами на себя берете, и вас истощает физически, эмоционально, собственно, эта работа. Поэтому в плане здоровья здесь нужно все-таки обратить на себя внимание, особенно на какие-то проблемы, которые могут быть связаны из-за перегрузки и стресса, да, в этом месяце. Здесь какой-то момент истощения может быть. Также обратите внимание на проблемы, возможные со спиной, с плечами, с опорно-двигательным аппаратом, с необходимостью уменьшить в целом нагрузку, как физически, так и ментально, психически, да, уменьшить нагрузку, потому что вы здесь можете находиться в состоянии выгорания, эмоционального стресса какого-то, и на это нужно обратить внимание. Также, если мы говорим, допустим, про отношения, то здесь, возможно, чересчур много в паре приходится договариваться о чем-то, что-то дается прям с трудом, какие-то усилия вы делаете. Чувствуете, что вы больше, чем партнер, на себя взваливаете обязательств. Может быть, очень большой груз этих обязанностей, проблем, и теряется радость от этих отношений. Возможно, здесь какое-то действительно неравномерное распределение ответственности в паре. Возможно, здесь, если мы говорим, допустим, одиноких, да, Дев, то здесь может быть ситуация, где бремя из прошлого не может давать вам строить отношения новые, что тоже нехорошо. Про работу я, в принципе, уже сказала, да, это перегрузка работы. Может быть, вы там за всю команду работаете, или когда вы, не знаю, как будто чувствуете, что без меня не справиться, я поэтому всю работу беру на себя, и сами себя загоняете в эти кандалы. И да, как будто для вас это будет бремя такое. Да, работа, тяжелая работа ради денег, меньше удовлетворения от этой работы, и вы здесь как-то можете эмоционально выгорать. То есть вам нужно постараться делегировать свои обязанности другим людям, если это возможно. Давайте посмотрим на следующую карту. Следующая карта — это карта на месяц ноябрь для Дев, еще осень. Давайте посмотрим месяц ноябрь, Девы. Карта пятерка пентаклей. Что ж такое у вас осень так идет? Так, пятерка пентаклей, пятерка пентаклей. Ну да, сама по себе пятерка пентаклей, вот она как выглядит, так она может и показывать, что вы здесь, возможно, чувствуете, что не находит она ключ от этой двери. Да? Почему? Потому что, возможно, у вас здесь будет такое ощущение либо изоляции, да, изоляция, одиночество, отчужденности от общества. Может быть, какая-то неприятность, не знаю, какая-то проблема, которая требует затрат, расходов. Поэтому могут быть трудности финансовые, когда вы теряете какие-то деньги, когда вы не можете какие-то свои хотелки удовлетворить, что-то хочется купить, а вам нужно сэкономить, не хватает денег на это, что-то такое, не дай бог, да, конечно,
Также может быть какое-то ощущение, что вы теряете во что-то веру или в каком-то находитесь переживании за ваше будущее или тревожитесь из-за каких-то жизненных трудностей, каких-то испытаний, которые здесь у вас могут происходить. Поэтому да, на работе здесь по финансам действительно может быть или сокращение зарплаты, или какие-то неудачные инвестиции. Возможно, здесь какой-то период нестабильности в плане работы или, не знаю, может быть время, когда вам приходится там о помощи какой-то попросить у других людей, может быть, или там займ какой-то сделать, не дай бог, опять-таки. В отношениях здесь период испытаний для пар, потому что вы здесь можете находиться в ситуации, где ваши отношения будут проверяться трудностями. Возможно, здесь у кого-то возникают проблемы, и вам нужно этого второго поддерживать, да, то есть поддержать, кому-то материально взять на себя ответственность и финансово обеспечивать да, ваши отношения в этот период. Это может создать определенное напряжение. И также здесь может быть эмоциональная прохладность, когда есть небольшое отдаление друг от друга. Возможно, просто как сложные времена. Для одиноких скорее тоже как период одиночества, период нежелания строить какие-то отношения, потому что не хочется в это вкладываться эмоционально, не хочется вкладываться в это материально. И в плане здоровья, да, может быть какая-то как проблема, которая требует вложения денег. Возможно, могут быть какие-то стрессы из-за проблем, которые здесь есть. Это тоже может негативно влиять на здоровье. То есть в целом нужно здесь быть осторожнее. Дальше давайте посмотрим на декабрь месяц для дев. Девы, декабрь месяц. Карта королева Пентаклей. Ну, слава богу, королева Пентаклей. Декабрь месяц, карта все-таки Пентаклей, вашей стихии выпала, и такая она денежку держит. То есть после каких-то сложностей в осень, да, вы зимой все-таки получаете эту королеву Пентаклей, вы получаете здесь свою стихию и ощущение стабильности, которая все-таки к вам приходит к концу года, хотя весь год хороший, просто осенью почему-то такие карты. И в целом карта королева Пентаклей, вот она о достатке и говорит, то есть о комфорте, который вы испытываете, о материальной безопасности, о том, что вы здесь достаточно щедры сами, вы готовы делиться с другими, вы готовы делиться, там, дарить подарки, допустим, да. Вы здесь очень хозяйственные, вы здесь хорошо ведете домашние дела, вы здесь очень практичные, экономные, даже там, где это нужно, но при этом у вас хватает денег, то есть вы экономите не потому, что у вас нужда какая-то денежная, а потому что вы просто разумно распределяете финансы, то есть практически очень такие знания используете и опыт вас в том, как распределять, допустим, свои деньги здесь, при том, что достаточно вы щедры. А если мы говорим о отношениях, то здесь очень много такой любви, заботы, какой-то верности и сердечности, то есть такой комфортный период для пар, когда вы заботитесь о своем партнере, он о вас заботится, возможно, да, какие-то планы финансовые строите касаемо вашей семьи. Для кого-то здесь может быть общение там тоже с таким, как вы, земным знаком, может быть заботливым, щедрым, практичным, любящим домашний уют, в целом человеком, который ценит стабильность, ценит семью и готов строить долгосрочные отношения. Для одиноких это встреча с таким человеком. В плане работы действительно как хорошая работа, трудолюбие, стабильность финансовая, которая вам приходит здесь, собственный достаток, который у вас есть, возможность приумножать как-то свои деньги. То есть карта достаточно хорошая. И для здоровья тоже крепкое здоровье, может быть восстановление период. Возможно, здесь будет какой-то тоже, кстати, как такой хороший период для беременности, для каких-то вопросов материнства в целом, да, потому что это все, что плодородие касается, карта Пентаклей. Также здесь, возможно, здесь вам нужно будет как будто умело заботиться, да, о своем теле, о своей физической форме. Вы здесь можете очень заботиться, да, о своем физическом благополучии. Может быть, какие-то физические нагрузки здесь подключать, может быть, правильное питание здесь опять для вас будет важно, то есть какие-то такие вещи по королеве Пентаклей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для дев, мы завершаем на следующий год, который уже начался. Я желаю вам всем всего самого наилучшего в этом году. Берегите себя, берегите своих близких.